Добрый день, дорогие пекари! Сегодня будем печь ржано-пшеничный хлеб по рецепту Джеффри Хавельмана из его книги. Не знаю, знакомы ли вы с этим рецептом, но мы сегодня с ним познакомимся. И он будет на трехэтапной, трехфазной закваске ржаной. Я уверена, рецепт вам понравится. Давайте приступать. Очень важной составляющей этого рецепта является трехфазная закваска. За эти 3 фазы мы приводим закваску в очень рабочее, очень активное состояние. Давайте начнем. Нам нужна ржаная закваска любая, неважно какой она у вас влажности, ее потребуется всего 4 грамма. Наливаем 12 граммов воды и растворяем закваску в этой воде. Первая фаза называется обновление. Обновляем закваску мы цельнозерновой ржаной мукой, ее 8 граммов. Перемешиваем с мукой. Можно, конечно, взять меньшую емкость для такого объема, но я планирую и дальше все делать в этой же мисочке. Дальше для пущей красоты и порядка берем силиконовую лопатку и собираем всю закваску в единый объем, чтобы она у нас не слишком была размазана по стенкам. На этом все. Накрываем крышкой и оставляем на 5-6 часов в теплом месте. Температура 25-26 градусов. Прошла первая фаза созревания трехфазной закваски. Так особо ничего не видно. Но если взять лопатку и проверить, то видны пузыри. Не знаю, насколько видны мелкие пузыри внутри. Пробуем. Скорее пресный кислый вкус. Легкое покалывание на языке от брожения. Второй этап Джеффри Хавельман называет закисление. И здесь мы добавляем 76 граммов воды, перемешиваем, растворяем закваску. И к растворенной закваске добавляем цельнозерновую ржаную муку 100 граммов. Хорошо вымешиваю колобок и оставляю на долгое брожение от 23 до 25 градусов тепла. Выдерживаем температуру, время от 15 до 24 часов, то есть до завтрашнего дня. На этапе закисления закваска у меня простояла 18 часов. Давайте посмотрим, какая она внутри. Она очень рыхлая стала, липкая внутри, жидковатая. Это говорит о том, что повысилась кислотность. Давайте попробуем. Да, она действительно кисловатая, пощипывает язык. И сейчас берем миску большего размера. Переходим на третий этап, который называется созревание. Берем всю закваску предыдущего этапа. Добавляем 242 грамма воды и 242 грамма ржаной цельнозерновой муки. Берем удобную мешалку и хорошо промешиваем закваску. Промесили. Убеждаемся, что нет участков непромесов, нет сухой муки. Все однородно и красиво. Дальше силиконовой лопаткой либо шпателем округляем. Разглаживаем ее мокрыми руками. Смотрите, какая красивая она получилась, шелковистая, красота. И оставляем ее на созревание при плюс 30 градусах на 3-4 часа. Плюс 30 градусов есть у меня в духовке на режиме разморозки, поэтому поставлю туда, засекаю время и жду созревания закваски. Закваска моя прошла созревание, давайте на нее посмотрим. Прекрасная, разрыхленная, и уже пора наконец делать тесто. Замешивать я буду в своей кухонной машине. Выкладываю закваску. Ее должно быть 680 граммов. К закваске добавляем обдирную ржаную муку 350 граммов. Пшеничную муку я беру первый сорт 300 граммов. 420 граммов воды и 18 граммов соли. На замес поставила на 10 минут. Сейчас увеличу скорость и домешу тесто. Тесто замесилось. Снимаю его с лопатки. Здесь будет очень короткое брожение, поэтому я даже не буду вынимать тесто из дежи. Беру пищевую пленку, накрываю дежу. И в таком виде я поставлю сейчас в духовку на режим разморозки на 30 градусов на 30 минут. Через полчаса брожения возвращаемся к тесту. Чуть заветрилось, несмотря на пленку. Берем ржаную муку, подпыляем на поверхность, подпыляем на стол. Полукруглым скребком отделяем тесто от стенок чаши. Пока тесто выходит, приготовим формы. Беру большие круглые формы и присыпаю ржаной мукой. Тесто делим пополам. Можно взвешивать, можно просто на глаз поделить.
Мокрыми руками собираем все тесто к центру. Пока в сторонку отставляем, собираем второй. Подсыпаем больше муки на поверхность. Там, где у нас шов, переворачиваем в муку и прокатываем по поверхности. Швом вниз укладываем в корзину. И делаем то же самое со вторым. Переворачиваем швом вниз, прокатываем по муке, укладываем в корзину. Чуть меньше этот получился, но не важно. Теперь каждую корзину нужно накрыть пленкой и оставляем при комнатной температуре на расстойку. Когда появятся трещины, значит тесто расстоялось. Чтобы нам было понятнее, подсыпаем еще муку на поверхность и будем наблюдать. Примерно час-полтора займет расстойка. Хлеб у меня прошел расстойку. Дырочки на поверхности я вижу, значит пора его выпекать. Этот хлеб я буду выпекать по принципу пшеничного хлеба, то есть при высокой температуре и под колпаком. Поэтому выкладываю сейчас на бумагу. У меня разогревается мой чугунный казан. Я хочу получить поверхность в трещинках, поэтому буду печь под колпаком. Достаю чугун, перекладываю в него хлеб, накрываю корпусом посудины. Ой, осторожно, все очень горячо. И убираю на 15 минут. Через 15 минут снимаю колпак. Хлеб у меня готов. Пекся он под колпаком 15 минут при 250 градусах. Потом я убрала колпак, понизила температуру до 200 и допекала еще 20 минут. Хлеб у меня остыл, полностью созрел. Давайте разрежем и посмотрим. Среднепористый мякиш, в принципе, характерный для ржаного хлеба. Знаете, он мне напоминает ржаной подовый хлеб из булочной моего детства. И по запаху он, кстати, такой же. Мы недавно только вспоминали, как назывался тот хлеб. Вспомнить так и не смогли. По-моему, так и назывался, ржаной подовый. Во вкусе абсолютно нет кислоты, что неожиданно для ржаного. Чистый ржаной вкус, без кислинки. Если вы не любите кислый ржаной хлеб, это для вас подходящий рецепт. Приготовьте этот хлеб, напишите о своих впечатлениях, присылайте свои фото и видео ко мне в Telegram, подписывайтесь, ссылка есть в описании. Давайте с вами продолжать печь и испечем еще много всего интересного.